Всем привет! И да, это реакция на мини-фильм «Дочка полицейского». Я подумала, что я довольно неплохо разбираюсь в тематике мини-фильмы и сериалы, потому что это мой основной контент, поэтому я спокойно могу делать реакцию на это. Да, еще и реакции — это, так сказать, любимый мой контент пока что на Гачатубе. Сразу хочу сказать, что я не пытаюсь как-то оскорбить автора. Все, что я говорю, это сугубо мое мнение. Также хочу сказать, что сначала я буду реагировать на мини-фильм, потом как из обзора брать и говорить, какие ошибки были допущены в мини-фильме, и как из критики я буду говорить, как их можно было исправить. У меня получится, так сказать, x3 реакция, обзор и критика. Не буду долго тянуть, всем приятного просмотра. Итак, этот мини-фильм начинается с обычного клише, как новенькая приходит в класс. Ну, вроде все происходит такое, пацаны что-то начинают нашу деваху булить, главную героиню, она наступает ему на хвост. И, видимо, как я поняла, главному герою вообще без разницы. Ему наступили на хвост нормально, уже так 100 раз сделали, потому что реакции было вообще никакой. Ну, наступил на хвост, ну, подумаешь, нервные окончания не работают. Все как нужно, все как у людей. Они ж не люди. В общем, после того, как она его ударила, она начинает, так сказать, представлять себя. Начинает рассказывать, что ее отец полицейский, а мама боксерша, которая ее научила драться. Запоминаем, это нам пригодится на будущее. Я надеюсь, это появится в мини-фильме, потому что я еще как бы не знаю. Кстати, при просмотре у меня возник небольшой вопрос, а что делает, так сказать, другая публика, например, друзья, две девочки-учитель? Почему они просто смотрят? Ладно, хорошо, они просто сценка. Потом по сюжету главный герой приходит к главной героине, начинает на нее бычить, и потом главная героиня... Ладно, у каждого свои фетиши в голове и все такое, я их вообще не осуждаю, но как-то если к тебе пришел чел как-то с не очень дружелюбными так намерениями, вряд ли он милости будет проявлять. Я бы даже не подумала. Потом события разворачиваются как три гопника. Я не знаю, как по-другому назвать, потому что они просто ничего вдруг начали докапываться до главной героини. Да, и черно-белые. Ну, как раз гопники, я же говорю. В общем, потом главная героиня надоедает стоять на месте. Она говорит, что она уходит. Потом этот дружбан главного героя говорит: босс. Нет, там правда написано босс. Серьезно? Почему школьник к школьнику обращается как подчиненный к боссу? И подожди, что главный герой босс? Босс чего он? Я не знаю, подвалы или чего? Какой он может быть босс? Это... Ладно, хорошо. Я промолчу. Приветик. Привет. Пошли гулять. Я не против. Возьмем мальчиков. У меня единственный вопрос: зачем? Ну ладно. В общем, там дальше происходит скукота. Они что-то там созваниваются, говорит, не опаздывай. Потом какой-то неизвестный угрожает. Как обычно, это главный герой. Как будто главный герой может быть адекватным. Угу. И главная героиня, естественно, господи, если бы она не опоздала, я бы больше удивилась. Опоздала. Блин, что за детский сад мы только что посмотрели? Серьезно, я ржала на весь кинотеатр. Может, пойдем ко мне? Согласна. Ну, не знаю. Ну, давай, будет весело. У меня пижамы нету. Какая трагедия. Ты знаешь, сколько у меня пижам? Да, у нее их миллион. Ну что, идешь? Ладно. Фая, что ты там про веселье говорила? О, Фая, давай как всегда. О, давай. Как всегда? Мы будем смотреть фильм? Не совсем. А кто это? Ты что, не знаешь Пейтона? Что за принтер? Он популярный тиктокер, и все по нему сохнут. Не все, только девочки. И он целует тебя в губы. Господи, господи, вы как маленькие. Не, ну а что, классный же фанчик. Не, я лучше мангу почитаю. Короче, эта новенькая не пришла. Не, ну я понимаю, там иногда главных героев гачи мини-фильмов лишают, так сказать, умственных способностей, но чтоб настолько... Неужели он действительно думал, что если он ей позвонит, то она это сделает, причем
возле школы, позвать. Там он выглядит как маньячелло. У меня вопрос, почему главная героиня вообще не позвонила в ментовку из-за этого, потому что это уже на статью смахивает. Кстати, я только сейчас вспомнила, что она дочка полицейского, и поэтому можно чуть-чуть папе сказать, что очень какой-то плохой мальчик тебе угрожает. Отомстишь? Конечно, да. У меня есть гениальная идея. Если честно, это был самое тупое, что я могла вообще увидеть. Зачем, для чего, почему? Ничего не ясно. Смотря на это лицо, я молилась, чтобы она не придумала что-то бредовое. Но мои просьбы не были услышаны. Это все потому, что я атеист. Я думала, что хотя бы подругам главной героини будут даны мозги, но они, конечно, были даны, но они как-то не активизируются. Значит, они на полных щах позвали, опять же, этих чуваков, которые ворвались каким-то небесным чудом к ним в хату, а потом они сказали, пойдемте в парк. Ну вот просто пойдемте в парк. Почему бы и нет? Оставим этих двоих. Зачем они нам нужны? Класс. Самое гениальное, что ты могла придумать просто. В этой ситуации мне жалко только еду. Я ошибся. Она красивая. Не надо мальчика, она тебя сожрет. И если так получится, что по сюжету, дальше этому пацану будет плевать на нашу главную героиню, значит, эта сцена была бесполезной, абсолютно. Дальше начинается что-то типа комедии на уровне гачи. То есть она взяла чупа-чупс, он подумал, что она курит. Действительно, в доме курит, от этой палочки дым не идет, значит, она действительно курит. Гений. Дальше там что-то приходят эти друзья, про еду начинают ныть. В общем, вы поняли. Итак, потом в сюжете начинается, хоть что-то интересное. То есть отец позвонил своей дочери и сказал, быстрее прийти к нему. Потом что-то там выясняется, что на самом деле он просто попросил ее зайти в канцелярию купить, А4. Я думаю, там, конечно, что-то будет менее развито, потому что все же сериал называется «Дочка полицейского». Поэтому я жду в этом сериале хотя бы половину сюжета про полицейского. Итак, такая ситуация. Главная героиня заходит в магазин, она на ней достает до полок, и появляется он. Есть 3 варианта ответа. Кто это может быть? А. Отец. Б. Охранник пятерочки. В. Бомж.
Правильно, главный герой. Итак, дальше он предлагает свою помощь главной героине, она не отказывается. Он вроде бы помогает ей, но потом начинает манипулировать. Да-да. Итак, запоминаем. Все, что делает Коул, это плохо. Ну вот прям абсолютный негатив у меня вызывает. Ну просто манипуляция на то, чтобы она его поцеловала. Если бы такое в реальной бы жизни произошло, если бы честно, я бы, может быть, и заявила бы в ментуру, потому что, извините меня, это что такое? Какой кошмар. А у главной героини-то отец-то очень хороший человек, так сказать. Поэтому почему она на него ничего не сказала и просто приняла это? Это очень странно. Я что, его реально поцеловала? Да-да, вместо этого ты могла бы просто позвать какого-нибудь там человека помочь достать. Эх. Дома. Привет, мам. Привет, солнце. Как дела? Да, все отлично. Алло? Угу, хорошо. Слушай, дочь, мне тут позвонили и сказали быстро приехать. Ты не скучай, еда в холодильнике, пока. Вот Пока. это я понимаю общение с матерью. Класс. В общем, потом школа, потом какая-то учительница говорит, что они поедут на пляж, потом проект. Проект — это просто самое любимое клише школьников. Да, они, значит, делают проект, главный герой злится на своего друга, потому что учительница поставила не его, а его друга с девушкой, которая ему нравится. Жесть. И из-за этого нужно было бить своего друга. Вместо того, чтобы попросить учительницу поменять. Да. Ты чего так смотришь? О май! Помните, про что я говорила в прошлой сценке? Если этот чувак не будет добиваться главной героини или не будет испытывать к ней каких-то симпатических чувств, то эта сценка будет полностью бесполезна. Заявляю, что ее можно было просто выкинуть. Ути, наша девочка уже выросла. Вы почему меня в неловкое положение поставили? Я там чуть сквозь землю не провалилась. Ну, сорки, это наше шиперское сердечко. Ну что, вы уже встречаетесь? Когда детишки? Да пошли вы. Полностью согласна с этой розоволосой девушкой. Извините, не запомнила, как ее зовут. Потому что такие шутки уже как бы изжили свое. В общем, потом главная героиня узнает, с кем она в паре по проекту. Ей это не нравится. Она приходит к учительнице, чтобы поменяться. Взятка, все такое. Потом приходит пацан, чтобы поменять своего друга, чтобы они, чтобы главный герой был главной героиней. Потом она его просто выгоняет. И все заканчивается тем, что наша главная героиня идет гулять с Беллой. Ну что, есть план? Что за план? А, ты про Фаю и Лёшу? У меня ничего нет. Все самой. Короче, нужно к ним близко сесть и толкнуть Фая, чтобы она упала на Лёшу, и они поцелуются. Мать, да ты гений! Нет, это очень тупой план. Почему бы просто не сделать так, чтобы эти двое поговорили между собой? Я быстренько расскажу, что там произошло. Они пришли, получается, в библиотеку встретиться, сделать проект. В общем, они друг с другом переменялись этими всеми местами. И получилось так, что главные герои решили, чтобы они были вместе. Окей. А вот этих вот троих, пусть они там остались. Потом они что-то там у него дома дорабатывали этот проект. Потом она пошла спать. Там потом утро настало, потом школа. Ну и продолжаем. Извините за...
Да, ожидала что-то более милое, чем это. Итак, дальше происходят действия, которые, как я поняла, вообще на сюжет как бы не влияют, поэтому их можно тоже вырезать. Ну, в общем, не важно. Потом у них получается урок физкультуры, они что-то там бегают, получают наказание из-за того, что опоздали, ну все такое. Потом Элайза вроде что-то там играет в мячик и потом спотыкается. Да. Я даже не сомневалась, честно. Вот всегда говорил, смотреть под ноги. Не смотрите. Ты как? У меня такой же вопрос возникает. Как ты смогла так упасть? Ну, просто давайте посмотрим на фон. Мы видим просто зеленую травку, поле, все гладко. Как она на траве смогла расхреначить руку, ногу и нос? Ладно, с ногой могу согласиться, там может быть какая-нибудь ссадина, там где-то упала. Но как рука и нос, извините, не поддается логике. Ужасно. И все из-за него. Признайся свою ошибку из-за того, что ты отвлеклась и упала. Нет. А обвинить другого человека? Да. Они, кстати, дальше продолжили просто сидеть. Они даже в медпункт не пошли. Ну да, действительно, зачем? Ты всего лишь упала, поранилась, там нужно обработать раны, и там могут возникнуть разные заболевания, там ты можешь чем-то заразиться. Нет, конечно, зачем идти в медпункт? Мне на голову прилетел мяч, вот только проснулся. Я тоже физрук в шоке из-за всего этого действия. Девочка упала на мяч, пострадала. Мальчику прилетел в голову мяч, он тоже пострадал. Какие-то у тебя дети, любящие мячи. Потом пришел директор, это оказался отец нашего главного героя. Он спрашивает, как у него дела. Главный герой говорит, все хорошо. И у меня только один возникает вопрос к автору. Зачем эта сцена нужна? Если в будущем эта сценка никак не повлияет, можно сказать, ее можно просто выкинуть. Дальше продолжился урок физры, конечно, без учителя, но это не важно. Вместо него поставили главную там Беллу, она всех разбила на пары. Какое-то у них попарное соревнование было, в котором в этом соревновании наш главный герой упал в обморок. Не знаю, как почему. И только, кстати, когда человек упал в обморок, они решили пойти в медпункт. Удивительно. А я думала, они просто положат его, будут такие... Ну, пульс есть, вроде жив, поэтому давайте его оставим здесь пока что. Я уверена, он очнется. У него небольшая кома просто. Да-да. Автор определится, они типа будут что-то делать между ними или нет. Ну и? Мам, я тебе все объясню. Неделю без интернета и гулянок. Ты наказана. Мам, ну а почему? Потому что ты мне не позвонила. А знаешь ли, я всю ночь переживала, что с тобой что-то случилось, а она у какого-то мальчика ночует. Иди в комнату, не спорь со мной. Вот это я понимаю, мать из СССР. Жалко, конечно, она на гречку ее не поставила и не избила. Ну ладно, это все равно исправимо. Блин, что, серьезно? Слушай, да, сама в шоке. Как выделить этот ноутбук? Ага. Блин, теперь погулять не сможем. Боже, ты что, под дождь попала? Дочь, у тебя жар. Так, быстро переоденься и в постель, бегом. Ну и как вы поняли, главная героиня заболела. А что будет происходить дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Хотя лучше бы не стоило.
Дочь, милая, у меня на следующей неделе соревнования, и мне нужно тренироваться, поэтому за тобой будет следить сын моего друга. Ты же не против? Итак, что након этой ситуации? У меня возникло много вопросов. Возможно, у кого-то так есть, у кого-то я не знаю. Но на минуточку, главной героине по сюжету 16 лет. Я в свои 13 спокойно оставалась дома, мне давали лекарства, я их пила, в принципе, могла за собой следить. А уже вечером приходили родители и уже смотрели, как я там, ну или что со мной. Даже если и очень плохо, при состоянии, где ты, ну, лежишь пластом. У меня было такое состояние, где я могла только лежать пластом. Меня оставляли одну. Не нужно было вообще никого звать. Звали только там друзей, знакомых, бабушек, дедушек, когда я была в начальной школе. А это где-то 8-7 лет. Ну, этот как-то не очень момент. Ну я поняла, зачем ей нужен смотритель. Ну, конечно же, чтобы там появился наш ненаглядный. Это Коул. Приятно познакомиться. Что-то не так? Жизнь не так, мать. Я его просто уже знаю, это мой одноклассник. Почему ты его не знаешь? У меня возникает много вопросов. Нет, с ним все нормально. Пол, позаботься о Элайзе, пока меня нет. Хорошо. Вот и славненько. Мне уже пора выходить, пока, не скучайте. Скажи мне, пожалуйста, что ты тут делаешь? Смотри, что делаю, я тут живу как бы. А ты что тут забыл? Я на все был готов, но не на это. Слышь, дурак, я сейчас не в состоянии болтать, у меня голова болит. Тетя Наташа вроде тут оставила таблетки. Держи, выпей эти две. Фу, что за гадость? Почему взяли какого-то друга, давнего моего знакомого, а не, например, дедушку, бабушку, тетю, дядю, крестного? До сих пор задается вопросом. Мне нужно это комментировать? Дальше там происходит какая-то скукота, я даже почти смотреть не стала. Кол вроде бы завершил все свои дела, остался с ней на вечер, присмотрел за ней хорошо, возможно, это был выходной, но потом, 4 дня спустя, главный герой переписывается за главной героиней, и мы узнаем, что он до сих пор у них дома. Да. Не, ну я все понимаю. У мальчика может не быть дома. Я не знаю, у него вообще мать есть или нет. Просто отца показывали, он вроде хороший, но вроде опять пропал. Здесь вообще, кстати, а где батя главной героини? Так, я не поняла. К чему такие вопросы? Да так просто, ты же мой друг. Никого. А ты кого любишь? Я тоже никого. Следующий день. Прикинь, к нам переводится знаменитый певец. Угадайте с 3 раз, зачем этот знаменитый певец нужен был в сюжете. Да. Это чтобы между главными героями что-то там, ну, не так было. Все. Жалко, чувака появился только ради кого-то. Что? Серьезно? Серьезно? Ага, его Люцифер зовут. В общем, приходит вот эта вот вся знаменитость. И что мы видим? Он обозвал главную героиню, которая была в него как бы... Нет, не влюблена, короче, испытывала очень симпатию, считала его айдолом, всем таким. Что-то он начал на нее гнать, и весь класс сначала, как я поняла по эмоциям, смотря на персонажа, они сначала были злы на знаменитость, а потом такие, ну, мы переменим твою сторону. Я такая, ладно, хорошо. Главная героиня там убегает, начинает плакать, потом вот этот упырь опять к ней подходит, что он до нее докапывается, я не понимаю. Это, скорее всего, синдром главной героини, конечно, сочувствую всем главным героиням в этот момент. Потом этот упырь ее подставляет на деньги, все начинают злиться на нашу главную героиню, потом главный герой, о да, этот эпический его выход, это просто, это, наверное, единственное лучшее вообще, что он сделал за свою жизнь.
После этого случая новенький, короче, что-то начал бычить на главного героя. Ну, сразу видно, решили из знаменитости сделать какого-то упыря. Зачем, для чего, я думаю, он бы просто забил. Ну, не знаю, его сделали каким-то максимально тупым. Ну, вот просто ситуации тупые, он быкует тупо вообще совершенно. Главного героя выставляют каким-то, ну, супер-мега крутым. Я не знаю, как-то это тупо выглядит. Потом что-то у них драка, главная героиня приходит, говорит, останавливайтесь. Потом они пошли в медпункт. В медпункте они там побыли 30 минут. Ладно, хорошо. Потом они что-то бегут на уроках, пытаются остановить учителя, они убежали. И у меня возникает при вот этой вот всей бесполезной сцене один вопрос. Почему, например, подружки не могли сказать, что они в медпункте, потому что они подрались? Или почему вот эти вот втроем не могли остановиться и сказать учителю, что они были в медпункте? Ну, за это вообще никто не ругает. Ну, серьезно. Наталья Викторовна, это не то, чего подумали. А что тогда? Завтра с родителями в школу. И этим двоим тоже скажи спасибо. Ну, Элайза, иди. Под конец начинается какой-то месилово бред. Я по-другому это не могу назвать. Главная героиня идет к этим двум пацанам, говорит, что все, нужно вызывать родителей в школу. Они такие, типа, за что? Она такая, ну, нас фоткали, мы что-то нарушили там. Ну, в общем, они такие сказали, окей, хорошо, мы вызовем. Потом приходят какие-то подружайки главной героини, спрашивают про Лёшу, кстати, да. Лёша, друг, который на протяжении практически всего сериала был, он пропал. Его даже в конце не показали, жалко пацана, естественно. Его заменили на эту знаменитость, не знаю, зачем он вообще здесь нужен. Просто он нужен для продвижения какого-то сюжета. Я не знаю для чего, хотя здесь сюжета нет. Потом он становится добрым. Вы понимаете, сначала он кого-то пиздил, ну вот просто потому что, а теперь он добрый. И приглашает их на свой концерт. Гениально. Ребята провели вечер отлично, веселились, ели, фоткались. Все было прекрасно, когда Элайза вернулась домой, ее ждала Наташа и Олег, ее родители, с хорошими новостями. Ее мама выиграла путевку в Лондон. Да, это конец. Итак, я буду подводить итоги. Как я и говорила, первая часть это будет реакция, вторая часть это обзор, смешанный с критикой. То есть я буду брать некоторые моменты и даже персонажей буду оценивать и критиковать. Ну что ж, я начну с того, чего меньше всего. А меньше всего это плюсов. Сколько же плюсов я насчитала в этом мини-фильме? 1, 2, 3, 0. Я насчитала 0 плюсов. Я здесь не нашла практически ничего, что можно было подогнать под плюсы. Ну, только монтаж. Ну, для этого времени, который там 2-3 года назад это был фильм выпущен, монтаж нормальный. Не прям зашквар. А теперь я буду рассказывать про минусы. Минусов, к сожалению, я нашла много. И сейчас я все постепенно расскажу. Значит, первое, что самое главное, что мне не понравилось, это сюжет. Сюжет очень-очень клишированный. Ну, вот просто под максималку. Это просто, можно сказать, жанр это какая-то повседневность, не до комедия, потому что я ни с одной шутки не посмеялась, даже если бы мне было там, ну, на 2 года, ну, младше была, 13, там, допустим, 12, я даже с этого бы не посмеялась. Ну, в общем, если оценивать этот сюжет, то я могу сказать, что его просто нет. Просто происходят действия. Если вы скажете, что вот было бы классно, если бы там какой-то добавили экшен, там что-то такое. Нет. Сюжет может быть нормальным даже с
полностью все клишировано. Клише нужно уметь использовать в правильных ситуациях. Не всегда, не везде такой. Нужно поставить ситуацию, ну, все исправлять здесь в сюжете нужно. Второе также будет отталкиваться, как и от первого, то есть это смысл повествования. Когда я заходила на этот ролик, я смотрю на название и на обложку «Дочка полицейского». Что первое у меня возникает? Это будет повествование, произведение о том, о какой-то дочке какого-то полицейского, возможно, предыстория этого полицейского была бы, я не знаю. Но здесь 100% должна была быть, ну, хотя бы из 58 минут выделили бы хотя бы, ну, давайте 30 минут, 20 минут, вот прям, ну, минимально 20 минут полицейскому. Зачем название стоит «Дочка полицейского», если полицейский здесь используется только один раз? Принести бумаги А4. Все. Это первый и последний раз, когда мы увидели батю главной героини. Логика. Ну, вы понимаете, почему это минус. Я вам уже из видео показывала нелогичные моменты, поэтому движемся дальше. Персонажи и их взаимодействие. Сразу хочу сказать на кон взаимодействий. Половина была просто бесполезной. То есть нам показали диалог, что они делали, и в итоге это просто не нужно было. Зачем это вставлять? Бесполезные сцены, я вот это вот не понимаю. И дальше идем по персонажам. Да, персонажи это отдельный вид искусства здесь, конечно. Итак, начнем. Главная героиня ставлю 2-3, у меня больше просто не поднимается. Сама по себе как пробка. Ничего не может в свои 16 лет. Сочувствую ей, конечно. Поэтому идем дальше. Главный герой минус 25. Это ужас, это кошмар. Значит, манипулятор, агрессивный какой-то чувак сразу же нам показался. Потом сделал какое-то одно хорошее дело, и мы теперь должны думать, что он хорошим. А его и делают хорошим. Почему? Зачем? Слишком много. Подруги главной героини. Они просто существуют. Я могу им за существование 4 подогнать, но я не знаю. Они вроде что-то делали, что-то взаимодействовали. Но смысл от них маленький. Ну прям очень. Переходим на друга главного героя. Они как два сапога пара. Что-то делают, там, это. Что-то друг начал лезть к главной героине. У меня возникли вопросы, зачем, для чего, почему. Потом ему понравилась другая, потом что-то он опять краснеет при той. Ну, короче, в конце он вообще исчез. Он решил нас настолько пощадить, что он просто исчез. Спасибо ему, конечно, за это я ему, естественно, 6 накину. Следующим на очередь идет... Почему-то у нас идут знаменитость, хотя должны были родители. Ну, знаменитость у нас, оказывается, гораздо больше показывалась, хотя он в конце и самый бесполезный. Я уверена, этот персонаж был создан только ради того, чтобы потянуть время. И ради того, чтобы напрячь нервишки, типа, о, да посмотрите, главный герой защищает главную героиню от этого плохого мальчика. А потом этот плохой мальчик оказывается хорошим. Да, вот так вот. Вот так вот мы меняем просто характер персонажа. Ну что это такое? Значит, родители второстепенных, главных героев. Ну, короче, просто все родители. У меня единственный вопрос. Где вы? Вроде взрослые в этом сериале есть. Я пока их назвать не могу, но они есть. 100% там были они. Батя главной героини, спасибо, что ты появился на одном кадре, мы поняли о твоем существовании. Спасибо, конечно же, бате и главному герою, потому что мы заметили, что ему не пофиг на своего сына, но под конец как-то ему стало плохо, как я поняла. Мать главной героини, просто спасибо за то, что ты наказала дочь. Она меня просто немного раздражала. Спасибо.
Ставлю персонажам за то, что они появились хотя бы 9. И за то, что заботились. Хорошие персонажи. И, возможно, вы подумали, что ну все, про всех персонажей я сказала, но нет. Я беру и фоновых персонажей. Что насчет фоновых персонажей? Это было плохо. Очень плохо. Их практически не было. Ну, они что-то там были, но это было только под конец. Они там начали появляться, я не знаю, в середине. В начале, по пути вообще не было фоновых персонажей. Вообще срать, ну, господи, кому нужны эти фоновые персонажи, действительно. А то ты просто смотришь на это произведение искусства и думаешь, они единственные в этой школе, да? И в классе 3 человека, да? Ну, ладно, с кем не бывает, действительно. Следующий минус вытекает из персонажей – это характеры. Не прописаны, картонные, практически ничего не делают. Они просто разговаривают и двигаются, как амебы. Я больше про них не могу ничего сказать. То есть мы не видим никаких разных сторон персонажей. Ну, они просто есть. Все. Никаких чувств, никаких эмоций, никакого драматизма. Вообще ничего, все полностью исключили. Отлично. Конец тоже ужасный, господи, это ужас. Столько незакрытых тем и конфликтов я в своей жизни не видела. Как будто автор просто такой, ну, мне надо было быстро что-то смухлевать, сделать, и поэтому, когда идет там какой-то, ну, кульминация, извините меня, идет, там что-то только начинается, и ты должен что-то завершить, и в итоге все заканчивается. Ну вот, просто все заканчивается. Ладно, там нет свадьбы, детей, без разницы. Я тоже мини-фильмы делаю без свадьбы и детей. Но под конец я увидела, что автору вообще просто лень что-либо делать. И он просто, ну давайте срежем. Это был ужасный конец. Ну вот просто ужасный. Я не знаю, кто вообще так делает. Стоит ли мне говорить что-то насчет музыки? Я думаю, вы сами уже понимаете, какая там музыка играла, поэтому я сразу ставлю минус. В итоге, что же мы получили? Мы получили кучу картонных персонажей, клишированный сюжет, незаконченный финал, и это все можно назвать одним словом ужас. Все сделано ужасно. Очень плохо переданы эмоции, атмосфера. Автор пытался сделать комедию, но это было плохо сделано. Как по мне, там нужно набраться как минимум какого-то опыта, чтобы сделать что-то нормальное. Я, кстати, до последнего ждала, что где-то появится мент. Я вот до сих пор не понимаю, ну вот просто. Когда вы даете название своему мини-фильму, то есть вы должны олицетворять, что там происходит. То есть это может быть даже какая-то просто фраза. Дочка полицейского. Это бессмысленно. Абсолютно. Этот мини-фильм можно посмотреть только если ты хочешь расслабиться либо деградировать. Все. Ну а это конец видео. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я смогла хоть как-то вас порадовать либо рассмешить. Хоть что-то из этого. А мы с вами увидимся уже в следующем видео.